Японская марка Mitsubishi официально заявила о полноценном возвращении на российский рынок. Производство налаживают на заводе в Калуге, а дилеры готовы открыть двери для покупателей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. В последние 3 года мы живем в новой автомобильной реальности. На рынке осталось совсем немного привычных нам брендов. Их можно перечислить по пальцам одной руки. Первая Subaru. Эта японская марка продолжает официально присутствовать на рынке, даже не делая заявлений о приостановке деятельности. Однако выбор моделей ограничен, цены высокие, а автомобили в наличии встречаются редко. Вторая Suzuki. Еще один японский бренд, который продает автомобили с официальной гарантией. Но проблема та же – высокие цены и ограниченный ассортимент. Третья Solaris. Под этой маркой теперь продают автомобили Hyundai и Kia. Их производство пытаются наладить на бывшем заводе Hyundai в России, но из-за нехватки комплектующих объемы сборки ограничены. Например, седан Hyundai Solaris HS уже снят с производства, а будущее других моделей остается под вопросом. Четвертый Citroën и Peugeot. Эти европейские марки вернулись благодаря сотрудничеству с китайским производством. Автомобили либо полностью импортируются из Китая, либо собираются из машинокомплектов. Тем не менее, покупатели могут рассчитывать на официальную гарантию. Общая проблема всех оставшихся марок – высокая стоимость. Покупатели не готовы платить 2 миллиона рублей за базовую версию Hyundai Solaris или 3 миллиона за Hyundai Creta. Особенно учитывая, что за такие деньги раньше можно было покупать авто с широким набором опций. Сегодня преимущество по оснащению держат китайские автомобили, которые предлагают современные технологии за сопоставимые деньги. Шкода и Nissan рассматривают возможность возвращения через Китай. Шкода планирует наладить поставки автомобилей, собранных на заводах SAIC Volkswagen, а Nissan уже продает под маркой Oting модели, адаптированные для российского рынка. Например, рамный внедорожник Paladin, аналог Nissan Terra, и пикап, напоминающий Nissan Navara. В будущем под брендом Oting появятся кроссоверы X-Trail, Qashqai и внедорожник Patrol. В то же время японская Mitsubishi официально объявила о намерении вернуться на рынок с привычными моделями по адекватным ценам. Производство наладят на заводе в Калуге, где раньше собирали автомобили Mitsubishi. Однако рынок изменился, и японцам предстоит конкурировать с китайскими брендами, которые предлагают более выгодные условия. Китайские бренды активно адаптируют стратегии, чтобы снизить давление международной критики. Например, Geely продает свои модели в России под новыми брендами BLG и New Star. Такой подход позволяет производителям оставаться на рынке, несмотря на международные ограничения. Попытки вернуть иностранные марки на рынок через Китай или под новыми брендами выглядит перспективно. Но смогут ли они конкурировать с китайскими автомобилями? Высокие цены остаются основным барьером, и многие покупатели выбирают более доступные и оснащенные модели. Тем не менее, увеличение конкуренции на рынке безусловно выгодно для покупателей. Напишите в комментариях, кто захватит рынок, японцы или китайцы. Ну и обещанная мною шутка. Кофе бесспорно бодрит, причем с некоторых пор не только своим вкусом и ароматом, но и ценой.